Да. Добрый день. Мы сегодня встречаемся с Татьяной. Она, в отличие от 95% испанцев, сдержала слово и пришла на отдельную встречу. Да, я такая. Да, и, соответственно, у нас уже был короткий разговор до этого. Мы познакомились примерно 2 недели назад. И сейчас она расскажет нам о себе и о своей жизни в Испании. Это к вам? Да. Добрый день всем актуальным и потенциальным слушателям канала Андрея. Да. Действительно, мы встречались пару недель назад, и частично я уже ответила на вопросы. Не знаю, вошли ли они в какой-либо... К сожалению, у нас пропал звук, да, да, поэтому хорошо, все в прошлый заново. раз. Да. Тогда я кратко расскажу о себе. Да. Я здесь живу прямо вот ровно 11 лет. Мой сын уже получил гражданство Испании. Здесь гражданство выдают уже, рассматривают, да, после 10 лет проживания. Если не участвовал в каких-то темных делах, то если биография чиста, то в принципе по оседлости, так скажем, можно получить здесь гражданство. Следующий момент. Ну, моя история не совсем, может быть, обычная и типичная. Я была замужем, мы с мужем выбрали место, где мы хотели бы жить. Муж у меня был датчанин, я из Калининградской области, поэтому климат, что в Дании, что в Калининграде, примерно одинаковый, и он нас категорически не устраивал. И мы уже присматривались вот на старости лет, где бы нам осесть, и так, чтобы нам было уютно. Приехали в гости в этот район, на Коста-Бланка, погостили здесь месяц, и нам понравилось, и мы решили, что будем здесь пускать корни. Вот, и я осталась здесь. Извините, Татьяна, можно спросить, вот какие еще районы вы смотрели? Мы практически не смотрели, мы воспользовались, так сказать, услугами других людей, которые смотрели, которые объездили Испанию вдоль и поперек, приехали сюда и сказали, это лучшее место. Мы просто не стали тратить время. Ага. Да, и в конце концов убедились, что примерно так оно и есть. Но прожив здесь долгое время, что я могу сказать, к сожалению, мой муж уже в лучшем мире, я вдовствую и карабкаюсь здесь, как говорится, наверх уже одна и с 2 детьми. То есть вот такая история. Все очень нарядно начиналось, но вот сейчас уже не так празднично, я бы сказала. Я действительно в буднях пребываю, в этой жизни, да, в рутине вот испанской жизни. Не приезжаю время от времени, не провожу здесь отпуск. То есть потому у вас что уже у не людей... туризм, а иммиграция Нет, в полном виде? это уже далеко не туризм, и я действительно... И действительно уже наблюдаю эту жизнь изнутри, да, с точки зрения испанцов, пожалуй. Да, да. Извините, что я перебиваю. Как раз сравнивая туризм с иммиграцией, насколько я знаю, Татьяна недавно была в Калининградской области, на родине. Краткое сравнение, что вот прям бросилось в глаза, различия между Аликанте, провинцией Аликанта и, скажем, там, не знаю, где, Калининградом или каким-то Зеленодольском, Горском. Там, да. Соответственно, например, цены в магазине, вот что бросилось в глаза, да, какая разница? Ну, в Калининградской области цены, я думаю, везде примерно одинаковые, в сетевых магазинах, что в Калининграде, что в области, это не имеет значения. Калининград за последние несколько лет стал туристической меккой для россиян, для внутреннего туризма, поэтому там действительно перемены очень большие. Во-первых, цены практически испанские, ничем не отличаются, в отличие от зарплат. И плюс там идет снег. В конце апреля идет снег. То есть климат, и что касается климата, цен и зарплат, то это вот точно не в пользу Калининграда, я могу сказать. Зарплаты здесь средние, конечно. Понятно. И продолжение вашего разговора. Вот вы живете в Испании как вдовствующая молодая еще девушка. Что вы делаете здесь? Я, как это ни странно, тоже очень партикулярный случай. Я еще в Калининграде проживая, я преподавала испанский в языковых центрах.
Мое образование тоже я защитила диссертацию по испанистике когда-то в МГУ еще в 2005 году. То есть как-то так было связано моя судьба с испанской культурой и с испанским языком. По моей, вот, в общем-то, казалось, воле, но оказывается, вот как бы судьба меня привела сюда. Я абсолютно не планировала, не рассчитывала, но испанский, конечно, мне, ну, не то что пригодился, это стержень моего пребывания здесь, потому что, конечно, без испанского людям приходится очень тяжело здесь решать свои вопросы, да, бытовые, административные какие-то, бюрократические. Это безумно сложно. Неважно, состоятельный ты человек или не очень, это здорово мешает. И кроме того, человек не чувствует себя комфортно здесь. Да, вот мне очень мешает непонимание испанского менталитета. Испанский менталитет — это, в общем-то, понятие не совсем наполненное, потому что есть разные земли здесь, и менталитет тоже отличается. Андалусия, скажем, от севера Испании, ну, это, в общем, разная культура, да, разная еда, разные традиции, и язык тоже может быть разным. Да, да? Здесь говорят, например, на Коста-Бланка примерно на 30% быстрее, чем в Каталонии. Нет, здесь говорят на валенсиано. Это каталонский язык. Это каталонский язык, за исключением, может быть, нескольких буквально слов, которые отличаются. На балиарских словах также говорят на каталонском. Но валенсийцы скажут, нет, это валенсианский язык. Валенсиано, как они говорят, как это по-испански звучит. Это валенсиано. Но каталонец скажет каталан, да, и они говорят это с гордостью, и посторонний человек или любой россиянин, украинец или любой иностранец может подумать, что это два разных языка. Это один язык, но они вот каждый по-своему называет, и каждый настаивает, что вот он особенно значим, да, и для культуры Испании и так далее. Поэтому вообще слово «испанский язык», оно бессмысленно оказывается. Есть язык классический, это кастильяно, и есть еще диалекты местные, как, например... Да, извините, Татьяна, я полностью с вами согласен. Тем, кто не бывал в Испании, нужно объяснить, что внутри Испании очень редко испанский язык называется эспаньол, и он называется кастильяно. Кастильяно, да. То есть, по сути, кастильский или там замковый язык. Кастия и Манча. Нет, Кастия-ла-Манча, это та земля, которая, ну, как бы дала законодательно, как бы, свой язык распространила на всю Испанию. И поэтому во всяких банковских, например, для меня первый шок был, когда ты открываешь банковское приложение и тебе, или, допустим, в банкомате, тебе предлагают выбрать между языками каталан, кастильян, еще, да, и английский, да, например. Английский, и ты, блин, а где испанский, где? Тут нету в списке испанского. Да. Вот в Каталонии, например, вы 100% не услышите, чтобы испанский язык называли испаньолом. Все будут говорить, что есть их язык и есть какой-то вот иностранный другой язык, это не их язык. Поэтому, строго говоря, нет, скажем, испанская культура, испанская еда, испанский язык. Если быть точным, то мы должны говорить об отдельных регионах. Вот. Это будет более справедливым, так скажем. И правильно я понимаю, вы занимаетесь тем, что преподаете испанский язык здесь? Вы знаете, до последнего времени, 2 года назад, к сожалению, вот такая моя работа остановилась в качестве преподавателя, видимо, в связи с развитием искусственного интеллекта. Я так понимаю, что эта профессия уйдет в небытие. Такое подозрение, потому что даже сами ученики говорят, ну ладно, я сам себе набросаю домашние задания, тут обращусь к искусственному интеллекту, он мне там на эту тему там что-то мне набросает. Сам составит мне задание. Ну, то есть постепенно и разговорные навыки, и все остальное можно отрабатывать с искусственным интеллектом сегодня. То есть тенденция такая. Если раньше все время мне звонили какие-то клиенты потенциальные, да, то есть что-то спрашивали, по крайней мере, если их даже не устраивало, то, по крайней мере, они звонили. А сейчас я уже не могу никого разочаровать, потому что никто не звонит. Вот. Такая тенденция. Ну, надо искать себя, значит, в чем-то другом.
Да, поэтому, когда мы говорим о почувствовать себя испанцем и так далее, нет, это тоже не получится. Даже, наверное, через 20 лет проживания смешаться невозможно. Особенно, я бы сказала, с валенсийцами. Они очень герметичны, они очень дружественны, они проявят максимум, внешне, по крайней мере, максимум дружелюбия, приветливости, но вы никогда не попадете, ни при каких обстоятельствах не попадете за обеденный воскресный стол. Это исключено. Это вот прям религия, это не только между собой, только родственники, внутри семьи и так далее. Несмотря на уровень владения языком. Нет, это не имеет значения, крайне редко. У меня есть такой опыт общения, да, и я побывала за обеденным столом, да, ну, это очень специфическая семья такая. А вообще это очень сложно. То есть наши дети учились в начальной школе, да, то есть очень приятные люди, готовые помочь там, и так далее. Но ближе они никогда не сделают шаг ближе. То есть всегда будет дистанция. Ну, очень интересное мнение, отличное, потому что с первого взгляда, вот на первый взгляд, кажется, что испанцы, ну ладно, да, берем в кавычки испанцы, то есть... Да, конечно, в кавычках, как-то мы должны их обозначить. Там Каталонии или валенсианского сообщества, то есть чтобы те, кто не понимает, как устроена Испания, здесь на самом деле есть государство, да, то есть они так себя даже называют государство, то есть Каталония это одно государство, Паís Валенсиано это другое автономное сообщество, и на самом деле они ведут себя как государство. Я, например, переехав из Каталонии вот сюда, в провинцию Аликанте, то есть валенсианское сообщество, мне пришлось заново вставать на медицинский учет, получать другую медицинскую страховку. Все обнулились мои очереди на медицинское обслуживание. И вот условные испанцы или там валенсианцы, каталонцы, они дружелюбны в общении, не начнут тебя со второй минуты общения похлопывать под плечу, будут тебе улыбаться. Но вот Татьяна говорит о том, что ты все равно не сможешь стать... А если я вдруг найду красивую валенсианскую девушку, все равно не посадят за воскресный Обязательно стол? красивую? Ну, в моем возрасте уже не обязательно. Тут ключевое слово «если» или ключевое слово «найду». Нет, если вы найдете по-испански это на кастаяну это новья. Новья это девушка или женщина, с которой у вас отношения, возможно, с которой вы проживаете, возможно, с которой вы встречаетесь, да. В этом случае, да, есть шанс попасть. Потому что если вас будут рассматривать как часть семьи, то уже назад дороги нет. Если член семьи, да. В Испании нужно в семью через постель только попадать, по-другому не получится. Друг семьи уже не катит. А можно еще такой вопрос? Вот по поводу того места, где мы живем, то есть Татьяна живет тоже в пригороде Бенидорма, так для тех, кто неплохо знает географию, Бенидорм это такой городок курортный. Так вот, собственно, вопрос, а чем люди здесь живут? Курортами, обслуживанием туристов, что-то еще вот за один Конечно, свет? это сфера туризма. Только сфера туризма, в основном да. А вот садоводство, сфера обслуживания. То, что здесь много садов? Конечно, если есть частные, это все обслуживание, это же сфера обслуживания. То есть не производство, а сфера обслуживания и торговля. И все это связано с новостройками, с тем, что приезжающие сюда, там, не знаю, туристы что-то решают купить здесь, чтобы жить здесь на пенсии, так сказать. Все связано с тем, чтобы обслужить приезжающих. Традиционные вопросы, которые я задаю на интервью. Если бы был выбор вдруг, еще раз, по прошествии 11 лет, куда поехать, какую бы страну выбрали? Безграничные возможности выбора, то есть равнозначные возможности. Поехать, чтобы жить? Вы знаете, у меня опыта не так много. Я жила в России и здесь. Я больше нигде не жила. Нет, извиняюсь, я жила еще в Колумбии. Точно не в Колумбию. Понятно. Я жила в Колумбии пару лет. То есть выбрали бы Испанию по-прежнему?
Пожалуй, да, я бы выбрала в Испанию. Я себя здесь достаточно уютно чувствую, но я приехала уже с языком, то есть у меня особенная история. И это, конечно, очень облегчило мою жизнь. И, в общем-то, дало мне работу тоже. Столько лет я преподавала. Локализуем вопрос. Если бы был выбор, Альте или что-то другое? Хорошо, я, приехав в Испанию, живу в одном и том же месте. Ну, конечно, я немножко поездила по Испании, посмотрела, много чего мне понравилось. Каждый раз я возвращаюсь сюда с облегчением. Как же здесь хорошо. Понятно. Здесь, да, мне здесь нравится. И это не только мои рассуждения, здесь оптимальный климат. Самый оптимальный климат, если мы сравниваем со всеми регионами Испании. А если в Испании самый оптимальный климат, сравнивая с Европой, то, наверное, это лучший климат Европы тогда. В этом регионе, учитывая розу ветров, учитывая температуру среднюю, летнюю, зимнюю, течение, море и так далее, пожалуй, это самое лучшее место. И достаточно зеленое, к тому же, и живописное, и здесь очень много... Ну, очень или не очень, но есть места для того, чтобы провести с детьми. Все-таки это место адаптировано под туристов, и можно прекрасно провести там, не знаю, выходные с семьей, с детьми. То есть это, в этом смысле очень уютно. Я от всех, кто смотрит, хочу Татьяну поблагодарить за то, что она так развернута и отлично от других выразила мнение по поводу Испании, Альте и испанцев. В кавычках, это за что ей большое спасибо. Для тех, кто захочет связаться с Татьяной, если она позволит, мы оставим контакты. Вдруг она захочет кому-то преподавать дальше испанский язык. И я заранее, надеюсь, что она не откажется, прошу ее еще раз со мной встретиться, потому что на самом деле в предыдущий раз у нас был с ней философская беседа, потому что на самом деле она философ, я раскрою тайну, и мы в следующий раз поговорим про философию, я очень на это надеюсь. Можно надеяться или нет? Да, конечно, я с удовольствием приму Спасибо, участие. Да, всего доброго.